Всем привет, и вот вышел новый Deep Life Cam 2.4, большое обновление, наконец-то мы получили новые модели, производительность выросла более чем в 2 раза, мы наконец-то имеем больше стабильных FPS, улучшилась мимика, улучшилось качество лица, очень много различных вообще штук приятных, которые тут все не перечислить. В общем, это нужно смотреть. Для тех, кто в первый раз и те, кто не знает, что такое Deep Life Cam, я советую посмотреть мои предыдущие ролики. Также для вас есть готовое решение в пару кликов со всеми инструкциями, как установить Deep Life Cam, как подключить его к Телеграму и другим сервисам и начать им пользоваться. В целом все, а мы с вами поехали смотреть обзор нового Deep Life Cam. Ну поехали, обзор Deep Life Cam. В общем, по поводу интерфейса у нас все здесь почти то же самое. Есть, так скажем, небольшие изменения. Возможно, кто-то их уже заметил. Значит, ранее мы могли пользоваться только моделью InSwayper. То есть она была по дефолту, и выбирать другую модель для работы с нейронкой нельзя было. Теперь у нас появился HyperSwap. Это новая модель, которая работает немножко по-другому с лицом, выдает немножечко иное качество изображения, и производительность этой модели тоже, так скажем, более лучше себя показывает. Но есть, так скажем, и некоторые у нее свои минусы. Где-то, возможно, там лицо немножко будет выдавать какие-то артефакты. Но с предыдущей модели InSwayper стала намного лучше, и я все-таки рекомендую все равно пользоваться ей, потому что даже она сейчас выдает очень приличные, хорошие FPS. И над ней все-таки больше работали. Теперь давайте я вот выключу камеру и включу Deep, и мы прямо в режиме реального времени посмотрим, какие изменения появились в новом Deep Life Cam. Так, поехали. Для того, чтобы вы наглядно могли увидеть качество, я вам советую посмотреть предыдущий ролик. Там я тоже использовал лицо Павла Дурова, и сейчас мы сможем наглядно посмотреть, что изменилось с предыдущей, так скажем, версии. Вы можете посмотреть прошлый ролик и увидеть изменения. Итак, вот тут, значит, Павел у нас подъехал, вот все, фокус камера есть. Ну, что сразу мы можем заметить? Мы сразу можем заметить, что у нас уже 33-30 FPS появилось, то, что улучшилась мимика лица, конкретно, значит, улучшилась мимика рта, вот если вы видите, то есть, как бы я говорю, и отлично все это работает. Да, это действительно выглядит еще лучше, чем раньше. Значит, ну вот этот самый простой такой тест. Просто светом посмотреть, есть ли какие-то артефакты, там слетает ли маска. Ну, здесь все так же. Здесь все идеально, можно сказать. Даже смотрите, вот тень от микрофона, даже вот так вот, если кладется вообще, то есть ничего. Да, выглядит прям действительно очень хорошо. Что мы можем теперь еще с этим всем сделать? Давайте теперь, значит, Show FPS, эту кнопочку можете отключить, и все, вот этого ничего не будет. Но я советую сначала включать эту функцию, чтобы вы могли посмотреть, какая производительность у вас. Ранее у меня Deep выдавал 17-20 FPS, сейчас 33, это очень хорошо. На той же видеокарте 3080 Ti на 12 гигабайт. Ладно, поехали дальше, смотреть, какие там еще у нас есть штуки. Значит, вы видите вот эти вот 4 ползунка. Здесь вы можете увидеть, что вот эта штука, видите, она как бы показывает, как маска одевается и как она снимается. То есть можно открыть буквально какую-то часть, например, вот нижнюю часть лица. И видите, то есть это нижняя часть лица моя, а это верхняя часть лица изображения. Но, возможно, кому-то это пригодится. То же самое с верхней частью можно как бы отрегулировать. Также здесь мы видим, можно некую резкость навести, но если у вас какая-то камера такая, что слишком недостаточно резкое изображение, вы можете что-то здесь для себя выиграть. Здесь посмотрим. Ну, это просто слегка, так скажем, делает вас похожим на Павла, совсем не делает похожим или делает похожим полностью. Тоже такой ползунок, который отвечает за, так скажем, в процентах, насколько вы хотите изменить лицо, чтобы оно было похоже на лицо, которое на изображении. Посмотрим теперь далее на следующие моменты. Что из себя представляют новые модели? Выберем модель HyperSwap. Здесь также вы можете
варианты HyperSwap, выбирать их целых 3. И вот я включил первую модель HyperSwap, первый вариант. Ну, вот так вот это выглядит. Тоже хороший FPS выдает, местами даже там 35. Но мне больше нравится все равно предыдущая родная модель, над которой очень давно работали. Не так естественно, как будто это выглядит, но тоже в целом очень хорошо. Хотя вот видите, есть даже какие-то артефакты. Давайте попробуем другой вариант модели, возможно, она покажет себя лучше. Это вот второй вариант. Ну да, здесь немножечко по-другому. И третий. Ну, третий выглядит уже получше, третий вариант. Да, вот здесь вот прям хорошо выглядит. Да, это очень естественно. Это выглядит уже лучше из всех трех. И вот этот вариант, по мне, может действительно конкурировать с первым вариантом, вообще с первой моделью. Ну вот у нас и Квентин Тарантино уже появился. Что я могу сказать так в целом? Ну, в общем, InSwiper первая модель мне нравится больше, чем HyperSwap. Хотя HyperSwap неплохо себя показывает третий вариант. Давайте попробуем еще вот Тарантино. Он у меня был в предыдущих роликах. Посмотрим, как он будет выглядеть вот в HyperSwap в третьем варианте. Первый вариант такой. Качество, конечно, выше, но вот не выглядит он каким-то естественным. Вот третий вариант. Ну да, вот это вот выглядит неплохо. Что-то он там как будто бубнит, как-то там разговаривает. В принципе, артефактов особо я не наблюдаю. Эта штука работает отлично. Тени хорошо накладываются. В целом, да. Это выглядит тоже достаточно хорошо. Но мне лично по душе все-таки InSwiper, как я сказал, вот эта модель более приятная. Также у первой модели родной улучшилась, очень сильно улучшилась мимика лица, эмоции и вообще то, что касается вот челюсти, рта. Вот давайте посмотрим, например, если я вот улыбаюсь, Тарантино улыбнется. Вот, он улыбается. Или там бровями, то есть все это работает. Как бы работает, и это теперь очень хорошо. И даже когда ты говоришь, это выглядит как бы максимально, естественно, там, в его мимике. Вот такой вот, в общем, новый Deep Life Cam. Действительно очень много приятных обновлений. Также, если мы их посмотрим подробно, вот здесь они представлены. Значит, обновления происходили еще и в версии 2.3. Вот, но они были не особо значительные. Основные, конечно, обновления вот в 2.4 произошли. И здесь очень много интересного. Здесь вот все подробно расписано. Можете вот сейчас заскринить, прочитать, что здесь. И также вот еще обновление из версии 2.3. Там несколько тоже обновлений было. В общем, вот это все есть теперь в Deep Life Cam. Работает он очень хорошо. Производительность реально стала лучше. Качество стало лучше. Ну, в целом все. Вот такой вот Deep Life Cam. Готовое решение вы можете найти по ссылке в описании. Там в пару кликов, без танцев с бубнами, сможете установить этот софт. Также есть все инструкции по подключению к сервисам и так далее. Также всем советую еще раз, кто видит это первый раз, посмотреть предыдущие ролики, что там к чему вообще было, что из себя представляет этот софт, как он улучшается и так далее. На этом все. До новых встреч. Пока.